Всем любителям электротранспорта доброго времени суток. Это канал Электроскутеры Skyboard. С вами, как всегда, Андрей и Евгений. Сегодня у нас необычный обзор, а точнее необычное сравнение. За моей спиной вы можете наблюдать модели Citycock от компании Skyboard BR30 и BR60. Но мы не будем сравнивать их имена, мы будем сравнивать их суть, их души. А именно, мы хотим сравнить и помочь вам с выбором. Что же выбрать? Двухколесный или трехколесный байк? Мы получили много вопросов по поводу, а зачем покупать трехколесный, а зачем покупать двухколесный, если есть трехколесный и так далее и тому подобное. Каждый байк имеет свои плюсы и свои минусы относительно друг к другу. И сегодня мы подробно попытаемся их разжевать и объяснить вам, как вы можете использовать тот или иной байк. Погнали! Одно из ключевых и самых очевидных различий – это, конечно же, грузоподъемность. Но грузоподъемность не в плане килограммов, а в плане того, как грамотно и эргономично распределить какой-то груз на вашем байке. Мы видим двухколесный байк. На нем довольно-таки большая подножная платформа, куда можно поставить пакеты. Но пока что мы заинтересуемся вот этим вот трехколесиком. Смотрите, во-первых, сетка сзади. В сетку сзади мы засунули две наших батарейки, учитывая, что на этом байке есть места под 3 батарейки, плюс 2 батарейки мы засунули сюда, можно уже разместить 5 батареек. Это из серии «Я никогда так не буду делать, но это прикольно». И посмотрим вот сюда, здесь наши рюкзаки с аппаратурой, и они стоят довольно-таки надежно, и смогу ли я сюда сесть? Оп! И начать движение. Места для ног хватает. И самое важное, что когда мы останавливаемся, наши рюкзаки держатся довольно-таки крепко, они не упадут, и это хорошо. В отличие же от двухколесника, давайте пойдем и посмотрим. Мы располагаем наши рюкзаки, либо же пакеты с магазина. И тут есть риск, что они просто расцентруются и свалятся вот так вот. Я считаю, это плюс, это удобство, особенно если вы используете байк по назначению именно для каких-то своих нужд, для удобства съездить в магазин или же на дачу и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что здесь выигрывает наш трехколесный друг. Следующая немаловажная часть – это удобство управления и маневренность наших байков. Логически мы понимаем, что чем меньше колес, тем маневреннее будет наш байк, но сейчас мы проведем такое интересное испытание, а именно мы замерим радиус разворота этой и трехколесной модели и посмотрим, какая же модель занимает больший радиус. Ну и сейчас мы посмотрим, какой радиус разворота у нашей двухколесной модели. Я выворачиваю руль максимально влево, вон та коробочка, это у нас судья, как всегда. И попробуем. Буду использовать ноги, чтобы максимально уменьшить радиус разворота. Погнали! Так, ну мне кажется, что я приехал в ту же самую точку. Сейчас сделаем то же самое с нашим трехколесным байком. Время для трехколесного брата. Здесь фишка в том, что ноги-то ставить и не надо. Поэтому поворачиваем руль максимально влево и погнали. Я уже чувствую, что радиус намного больше. Несмотря на то, что руль вывернут максимально влево, там же мне пришлось немножко руль равнять, чтобы не упасть. Поэтому, я не знаю, давайте сейчас точно посмотрим при помощи нашего вертолета и суперкомпьютерной графики, и вы уже сами сделаете выводы. Представьте ситуацию, едете вы такие по своему холмистому городу и оп, проехали нужный поворот. Что же делать? Можно сделать вот так, что крайне тяжело. В новых моделях, даже на двухколесных байках есть задний ход, и он работает, и он тянет, но все равно приходится подбалансировать ногами. Но если же мы проехали необходимый поворот на нашем трехколесном байке, включаем задний ход и спокойно едем, и хоть задом, хоть передом заезжаем туда. Баланс намного лучше за счет трех колес. И, кстати, трехколесная модель двумя колесами и мотором тянет
задом в горку или в какую-то неудобную дорогу намного лучше и увереннее. Давайте я вам еще раз покажу. И в 500 раз я упомяну то, что не нужно балансировать, не нужно использовать ноги. Вы спокойно едете и концентрируйтесь полностью на дороге, на каких-то ямах, но никак не на своем равновесии. Ну и здесь же, не отходя от кассы, хочется упомянуть еще один огромнейший плюс двухколесного байка перед трехколесным, а именно его габариты. Посмотрите, мы спокойно можем проехать там, где не проедет трехколесный. И так как City Coco по праву считается городским транспортом, современным, мы хотим использовать его в городе полноценно. Мы хотим подъехать куда-то туда, где мы не проедем на автомобиле, и туда даже, где мы не проедем на нашем трехколесном байке. И двухколесный байк с этой задачей справляется на отлично. Ну вот, мы на BR60 Trike, но еще раз напоминаю, что наша задача сегодня снять не разницу, допустим, BR60 и BR30, модели, которые мы сегодня взяли с собой. Наша задача выяснить, какой все-таки байк лучше, трехколесный или двухколесный. Во-первых, сразу хочу сказать о том, что маневрировать немножко потяжелее, как минимум между автомобилями. Второе, 3 колеса. Они дают немножко раскачку по задней оси. Имеется в виду, что какая-то неровность, и он начинает вот так вот прыгать. Точнее, как бы влево-вправо наклоняться по вот этой вот оси за счет того, что сзади у нас целая куча, целых 2 колеса. Но это все у нас покрывается плюсом, большим таким плюсом, а именно устойчивостью. На перекрестках не нужно ставить ноги на землю. Куда ж ты едешь? Стоять. Не нужно следить за равновесием. Этот плюс трехколесника можно записать плюсом во все испытания, которые мы сегодня проводили. Так, и вот сейчас магия монтажа. Мы уже на двухколесном байке. Данный день это BR30. Ну, во-первых, сам кайф езды, да, как говорится, 4 колеса везут тело, 2 колеса везут душу, ты себя чувствуешь таким байкером. Ну, и учитывая, какие сейчас комплектации, довольно-таки скоростные, с довольно-таки длинным пробегом. Но, а теперь конкретно о езде на двухколесном. Можно спокойным перекладыванием маневрировать. Вот в таком вот относительно плотном потоке, да, допустим, он скоро поворачивает налево, мы наклонились, он сам повернул, ну, в принципе, все знают, как ездить на байках, да, на трехколесном же нужно немножко поворачивать руль, вот, и сильно резко такой маневр не сделаешь. А габариты, второй плюс, естественно, с меньшими габаритами мы можем вот так вот, на трехколеснике мы уже так не могли бы сделать. Мы можем прижаться. Ну, а что касается минусов относительно трехколесника, как я уже говорил, то, что идет трехколеснику в плюс, у двухколесника это минус, а именно это контроль за равновесием. Но на самом деле все, кто катался, знают, что это не напрягает, в этом свой кайф. Кстати, еще один плюс двухколесника в плане устойчивости, да, если у нас на трехколеснике одно из задних колес попадет в какую-то ямку, либо на какой-то пригорочек, либо на трамплинчик, либо во вражек, то его очень знатно киданет. Но на двухколесном такого нет, потому что у тебя все распределено вдоль. Трехколесный же вариант. Ну, да, все-таки есть вот это вот расколбашивание по оси X, так сказать, о чем я и говорил, что если правое колесо ниже, левое выше, а на бездорожье так будет постоянно, это ощутимо, но это все равно сильно не влияет, то есть мы можем ехать с одной рукой и спокойно контролировать, можем ехать, ох ты ж ямы такие, можем ехать со второй рукой. Можем ехать практически без рук, но это не рекомендуется. Вот. И просто устойчивость
все равно есть, несмотря на этот расколбас. Этот расколбас не что иное, как просто дискомфорт, на безопасность он не влияет. И даже по гравию, где какие-то пробуксовки, скольжения, заносики есть, он ведет себя намного увереннее, чем его двухколесный братец. Поэтому тут, я думаю, неоспоримый плюс в копилочку трехколесного, несмотря на вот этот небольшой дискомфорт из-за расшатывания по оси задних колес. На двухколесном, честно скажу, я себя чувствую менее комфортно, чем на трехколеснике. Все эти маленькие заносики, сносики, учитывая, что здесь такой мелкий, что это, щебень, наверное, да? То есть ты едешь, и тебя потихоньку носит. А учитывая, что у тебя колеса 2, точки опоры 2, ну не то, что страшновато, немножко это небезопасно относительно трехколесника. Конечно, уедет хорошо, ходовка справляется, но у тебя есть ощущение, что нужно постоянно блюсти немножко больше, чем как если бы вы ехали на трехколеснике. Но, опять же, плюс с этой стороны. Смотрите, мы занимаем одну колею, и мы прем по одной колее, и нам не нужно переживать из-за перепадов вот этих вот дорог. То есть, допустим, там чуть пониже, там повыше, как на трехколеснике, допустим, мы бы с вами это почувствовали. Но сейчас мы посмотрим, как они у нас поведут себя на рывке. Какой байк быстрее на рывке. Все наши испытания скорости, максимальной скорости вы можете посмотреть на нашем же канале, в наших же обзорах. В каждом видео у нас было испытание максимальной скорости. И даже были кое-где гонки, кто быстрее. Но мы сейчас концентрируемся на ускорении. Поехали. Вот мы уже готовы. Я на двухколесном, Женя на трехколесном. Вы заметили, что я специально не говорю название наших байков, чтобы еще раз подчеркнуть, что здесь у нас столкновение двух и трех колес, нежели BR30 и BR60. Раз, два, три. Так. Ну, смотрите, как уверенно наш трехколесник сделал двухколесник. Естественно, за счет чего? За счет редуктора. За счет редуктора у нас ускорение намного быстрее. За счет двух колес сцепление намного лучше. Отсюда и результат, в принципе, что и требовалось доказать. Давай еще раз. Раз, два, три. Да, разница очевидна. Намного быстрее стартует у нас трехколесный. Как мы с вами убедились, на рывке трехколесный намного резвее, но хочу заметить в оправдании нашего двухколесного брата то, что на максимальной скорости этот парень явно сделает трехколесника, потому что все двухколесники быстрее трехколесников. Да даже взять хотя бы наш BR4000 Fast. И, кстати, обо всех наших байках смотрите на нашем сайте skyboard.store. Вот и подошло к концу наше сравнение трехколесного и двухколесного байков. Какой же выбрать, какой же купить, и давайте сделаем некоторые выводы. Понятно, что по маневренности двухколесный байк явно выигрывает у трехколесного, но у трехколесного, тем не менее, есть тоже свои плюсы, а именно езда по бездорожью, а именно тяговое усилие. Даже как вы видели в наших видео перетягивания, а вы видели, да? Если нет, то ссылочка будет в описании или где-то здесь, и обязательно зайдите, посмотрите, это очень весело и круто. Также видели по езде задним ходом, тяговое усилие у этого байка немножко мощнее. И что хотелось бы сказать именно о специфике байков. Если вы живете в деревне либо в пригороде, трехколесный байк вам более подойдет. Почему? Потому что на нем можно будет возить всякие штуки. Потому что там, где нет дорог, он идет куда увереннее. Но не будем забывать то, что двухколесный байк может делать все то же самое, но немножко он все же заточен под другой. Если живете в городе с пробками, с какими-то пространствами, где нужно маневрировать, то, пожалуйста, двухколесный байк вам в помощь. Ну а на самом деле все это дело вкуса, дело вашего интереса и дело ваших задач, поэтому просто заходите на наш сайт skyboard.store, выбирайте байк, который вам нравится, к которому лежит ваша душа и сердце, и покупайте. Если
Если же вы хотите его потестить, испытать, потрогать перед покупкой, то вот вам список городов присутствия. Находите город, в котором вы сейчас, находите там магазин, звоните, записывайтесь на тест-драйв, приходите, пробуйте и уже потом делаете покупку. Ну а с вами, как всегда, были Андрей и Евгений, электроскутеры Skyboard. Увидимся!